Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатиком, то можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. И давайте начнем с самого начала. Вот вы получили 98 уровень, и у вас открываются артефакты и возможность получить много силы, если делать все правильно. В этом видео я расскажу и покажу, как я делаю, и советую вам также делать. И в конце ролика расскажу про красные артефакты. Итак, заходим в рынок и в самом низу видим 4 магазина. Магазин дракона, грифона, единорога и феникса. В каждом магазине есть квест. Его обязательно нужно пройти, там по 5 квестов. Жмем вот сюда. Как вы видите, у меня все давно пройдено. За прохождение квеста вы получите свои первые оранжевые осколки. Но это единоразовая акция, как вы видите, здесь написано. Итак, каждая башня имеет в наборе некоторых героев, которых можно использовать для квестов и для рейтинга башни. Например, сегодня неделя грифона. Нажав бой, мы видим, какие герои доступны на этой неделе. И да, кстати, каждую неделю рандомно банятся некоторые герои. Например, в прошлый раз в башне Грифона не было Актуона, он был в бане, сейчас он есть и так далее. Поэтому нужно много героев, и нельзя сделать 5 героев на каждую башню, ведь есть шанс бана их. Перейдем к событию, и тут некоторые копят и пропускают несколько событий, чтобы сделать 5000 очков. Этого делать не нужно. Достаточно 1800, либо, если у вас хороший рейтинг башни, то 3000. Я ни разу не пропускал события. Вот этих оранжевых сущностей в будущем у вас будет достаточно. И у вас будет проблема с опытом для усиления их. Поэтому не пропускайте это событие ради 5000 или еще хуже, когда делают больше 5000 очков. В событии жмем правила и видим, один сундук равняется 10 очков. В свою очередь, один сундук стоит 600 медалек. Поэтому вы можете заранее посчитать, сколько у вас будет очков в событии. И не забывайте, сундуки, которые вы получите из события, также пойдут в рейтинг, если их открыть. Звездный камень вам нужен будет для того, чтобы повысить уровень с 40% до 60%. Лунный камень нужен будет, чтобы повысить с 80% до 100%. Сразу скажу, звездный камень покупать не нужно, он будет копиться. А вот лунный в будущем придется купить с магазина, либо за кристаллы. И перейдем к самому интересному, какие артефакты качать. Есть 5 разных артефактов для стрелков, магов, танков, саппортов и пушек. Кто был на стримах у меня, видел, как я всегда меняю артефакты, переставляя с героя на героя. То есть, если у вас есть артефакт на стрелка, например, как у моей Брунгильды, то вы можете легко снять его и переставить на любого другого стрелка. Также со всеми остальными. Важное примечание, ни в коем случае не усиливайте фиолетовые или же синие артефакты, они бесполезны. Их можно просто надеть на второстепенных героев, чтобы повысить немного силы. Но лучше иметь несколько фиолетовых для разных квестов, а все остальные просто тратить на опыт. Для начала советую сделать своим 5 основным героям до 20%, после усиливать своего основного героя до 100%, и в самом конце уже доводить остальных из основы до 100%. У меня тут больше 5 оранжевых сетов, но в будущем все это можно будет использовать для улучшения основного. Вот эти 2 оранжевых осколка Малачи я буду использовать для усиления смока. Сейчас покажу на примере. Как видите, мне пишет, что недостаточно фрагментов артефакта для улучшения смока. Перехожу на Малачи, снимаю с него артефакт оранжевый, возвращаюсь к смоку. И тут видим, что могу использовать для повышения уровня. Вроде все рассказал, если что-то забыл, то напишите в комментариях. Ну а теперь немного про красные артефакты. Всего лишь 6 героев имеют возможность получить красные артефакты. Также после того, как вы каким-то чудом сделаете красные артефакты, то вы не сможете их переставить на других героев. Допустим, я поставил красный артефакт на Брунгильду. После разработчики ослабили ее, и эти красные артефакты умрут вместе с ней. Но как же делать красные артефакты? Для этого вам нужно будет камни стелы, 40 штук. Для одного фрагмента. Для целого красного сета понадобится 160 камней стелы. Легкая математика. Перейдя в любой магазин башни, видим
2 камня стоят 28 800, и они не учитываются в событии. То есть, если вы будете покупать эти камни, то вы не будете все равно участвовать в событии, так как в событии нужно, чтобы были только куплены сундуки, которые стоят по 10 очков. Умножаем 28 800 на 80, чтобы получить весь целый сет. И получаем 2 304 000 монет для того, чтобы сделать красный целый сет. Все ведь понимают, что это бешеные цифры, и не знаю, сделает ли кто-то когда-либо себе красный сет. Поэтому сейчас предлагаю забыть о красных артефактах всем. Ведь чтобы сделать их максимум в дальнейшем, вам понадобится солнечный камень. Честно, не знаю, сколько нужно будет его, но это тоже очень дорого. Я посчитал, за сколько дней я смогу накопить на целый красный сет. Каждую башню я имею рейтинг топ-20, либо иногда топ-10. Допустим, в день я получаю 4500 монет. То мне понадобится примерно 1,5 года. И также 1,5 года я буду пропускать события ради мнимых артефактов на одного персонажа. И самое смешное то, что его могут после этого ослабить, и он не будет в мете. И мне просто придется выкинуть и персонажа, и артефакты, которые я копил на него. В общем, забудьте про красные артефакты, как про ужасный сон. На этом все. Кому ролик был полезен, ставим лайки, подписываемся на канал. И всем пока-пока.